План Победы едет в Брюссель. Украина станет 33-м членом НАТО, и шахеды летят из Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Украина не получит достаточно истребителей до конца года. Каковы причины? Они говорят, что им нужны пилоты, подготовленные как можно быстрее. В Германии предлагают поставить ультиматум Путину. Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг. Килиан Мбаппе. Дело об изнасиловании. Новые подробности. Фейковые новости. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно. Поехали. Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить на специальном заседании Европейского совета так называемый «План Победы» – стратегию, направленную на принуждение России к миру. В рамках визита запланированы встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, главой Европарламента Роберто Меццолой и руководителями политических групп Европарламента. Также Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Саммит лидеров ЕС, который продлится 2 дня, стартует в Брюсселе, и мы точно будем следить за событиями там. Зараз ми в дорозі в Брюссель, буде спільне засідання Європейської ради на рівні лідерів. Я представлю план перемоги, наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо. Ранее мы с вами уже говорили, что план победы Украины, представленный Владимиром Зеленским, состоит из 5 ключевых пунктов и имеет целью убедить Россию прекратить военные действия. Первый из них предполагает немедленное приглашение Украины в НАТО. По этому поводу высказался генеральный секретарь Альянса, говорит, Украина точно вступит в НАТО. Yes, in the future, NATO will have as a 32 or 34th member. Да, в будущем в НАТО будет 32 или 34 члена, и у нас будет Украина. Это в совокупности плюс все гарантии национальной безопасности на двусторонней основе с Украиной. Все вместе эти факторы представляют собой мост к членству в НАТО. Итак, вопрос в том, когда именно. Я не могу ответить на этот вопрос сейчас, в данный момент, но очевидно, что это произойдет. Мы работаем по всем этим направлениям, чтобы убедиться, что действительно однажды они станут членами НАТО. 32 союзника едины в том, что коллективно мы сделаем все необходимое для того, чтобы Украина победила, чтобы Путин не смог добиться своего. Тем не менее, официально в Альянсе заявили, что приняли во внимание план победы Зеленского. Мы поговорили с политтехнологом о том, что изменит презентация плана в Брюсселе. Спросили об этом у Александры Ришмедиловой. Пока среди маркеров, которые указывают на некий позитив, можно говорить о анонсах, возможно, общих заявлений или общих пресс-брифингов Зеленского и Рютте. Но, опять-таки, давайте дождемся всех переговоров. Мы с вами ведем разговор в преддверии этих процессов. Подготовка к ним активно ведется, и пока мы можем только условно заглянуть немного за кулисы, но надо дождаться решений. Формат министров обороны НАТО достаточно сработался уже, скажем так. Формат Рамштайна позволил делать эти консультации на постоянной основе. Они все время, скажем так, держат руку на пульсе. Вряд ли можно сказать, что кто-то пропустил предыдущие серии. Да? То есть все члены Альянса хорошо осведомлены о ситуации в Украине, и консультации с ними постоянно ведутся. Подошли ли мы уже к этапу, когда Украина одним из пунктов первым, да, говорит о заявке в члены НАТО? Готовы ли к этому НАТО, потому что тут должно быть двухстороннее движение.
Украина вряд ли получит полную эскадрилью истребителей F-16 до конца 2024 года, пишет The Wall Street Journal. Поставка необходимого количества самолетов может быть отложена до весны или даже лета 2025 года. Задержка связана с изменениями в программе подготовки пилотов. США решили сосредоточиться на обучении молодых курсантов вместо опытных летчиков из украинских ВВС. Американские официальные лица пояснили изданию, что такое решение продиктовано нехваткой опытных украинских пилотов, владеющих английским языком, которых можно было бы подготовить и направить в зону боевых действий. Украинские чиновники уже несколько месяцев утверждают, что ускоренная подготовка необходима из-за экзистенциальной угрозы, с которой сталкивается их страна. Они говорят, что им нужны пилоты, подготовленные как можно быстрее, и настаивают на том, чтобы США открыли дополнительные места в программе. The Wall Street Journal сообщает, что за последний год США совместно с партнерами обучали украинских пилотов управлению истребителями F-16 на 3 разных площадках. На базе Национальной гвардии Моррис Эйр в Аризоне, на датской военной базе Скридструп и в учебном центре в румынском Фетеште. По данным издания, более 10 пилотов завершили обучение и 11 уже участвуют в полетах на территории Украины. К весне или лету следующего года Украина, вероятно, не сможет сформировать полную эскадрилью из 20 самолетов и 40 пилотов. В то же время Wall Street Journal отмечает, что американская сторона сократила стандартный курс подготовки до 6-9 месяцев, сделав акцент на обучении навыкам противовоздушной обороны. Фридрих Мерц, главный оппозиционер Германии и кандидат в канцлеры, предложил Олафу Шольцу, действующему канцлеру Германии, выдвинуть ультиматум Владимиру Путину, используя ракеты «Таурус». С таким заявлением он выступил в Бундестаге в среду, где Шольц представлял правительственную позицию перед саммитом ЕС в Брюсселе. Мерц подчеркнул, что с Путиным дипломатические переговоры не имеют смысла, так как они лишь способствуют новым преступлениям со стороны России. В доказательство он привел недавний визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, после которого РФ обстреляла детскую больницу Ахмадет в Киеве. Так дальше продолжаться не может. Если Путин этого не принимает, тогда должен следовать следующий шаг. И ему надо сказать, если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна отправить ракеты «Таурус», чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины. Оппозиционер также обвинил Шольца в том, что тот несет ответственность за ограничение возможностей Украины в борьбе с Россией. Мерц предложил канцлеру обсудить ультиматум на саммите с европейскими лидерами. Ну а мы обсудили эту историю с политтехнологом. Резкие заявления так и останутся частью предвыборной кампании или могут быть воплощены в жизнь, ну а также отражают ли они реальные настроения в немецком обществе. Свежие социологии показывают, что если выборы были в ближайшее время, то как раз консервативный блок показывал бы хорошие результаты и мог бы быть серьезным претендентом на победу. Поэтому у Мерца есть за спиной ощущение, скажем так, некого ускорения и некого такого мандата на критику или мандата на альтернативную повестку. Поэтому его сейчас везде цитируют как ключевой оппонент. Но мы смотрим, если говорим о федеральных землях, где не так давно проходили выборы, есть и другая повестка, да, которая может тоже набирать обороты. Это ультраправая повестка. Соответственно, надо конкурировать. И вот поэтому Мерц выглядит более решительным. Армин Лашет, предшественник, скажем, Мерца, проиграл Шольцу, потому что выглядел недостаточно, уверенно. Но давайте посмотрим, что удастся и действующему канцлеру, и его оппонентам реализовать, и насколько это рассорит или, наоборот, консолидирует немецких политиков в том, чтобы они могли быть не просто находиться в состоянии противоборствующих каких-то позиций, а быть действенными и консолидированными. Из Беларуси в Украину прилетели шахеды. 16 октября вечером 4 дрона «Камикадзе» проникли на территорию Украины, вероятно, со стороны Беларуси. 2 в районе Киевского водохранилища и 2 возле Чернигова.
По данным Радар.ua, их могли запустить из Брянской области, что пока не подтверждено. Позже другой канал Вармонитор сообщил о возможном проникновении дополнительных дронов. Ну а накануне, 15 октября, один российский шахед был замечен в Гомельской области, летевший из района Чернобыльской зоны. В последние месяцы использование беспилотников через белорусское воздушное пространство участилось, и иногда белорусская авиация их перехватывает. Так, месяц назад ВВС Беларуси сбили 2 дрона возле Гомеля, что вызвало пожар на складе и обошлось без пострадавших. Мария Колесникова, политическая заключенная, остается в неизвестности уже 18 месяцев. Ее семья не получает от нее писем, и никаких вестей о ее состоянии нет. Об этом сообщил отец Колесниковой Александр, подчеркнув, что тюремная администрация цинично отвечает ему, что если Мария, цитирую, «не звонит и не пишет, значит, этого не хочет». Конец цитаты. Известно, что в заключении здоровье Марии серьезно ухудшилось. Она сильно похудела и, по последним сведениям, ее вес составляет всего 45 килограммов при росте 175 сантиметров. Associated Press передает слова бывших заключенных тюрьмы под Гомелем, которые слышали, как Колесникова в своей тесной и зловонной камере стонала и умоляла охранников о медицинской помощи. Они рассказали об этом после освобождения, добавив, что ей так и не оказали необходимую помощь. Нападающий мадридского Реала из сборной Франции Килиан Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле в Стокгольме. Об этом пишут шведские медиа. Неизвестная женщина обратилась в клинику, специализирующуюся на помощи жертвам сексуальных преступлений, заявив, что стала жертвой действий футболиста. По словам источника, правоохранительные органы провели проверку на месте предполагаемого инцидента. И, как утверждают шведские медиа, Мбаппе на прошлой неделе действительно ненадолго прибыл в Швецию, где провел 2 дня в Стокгольме, после чего покинул страну в пятницу на частном самолете. Во время визита он действительно посещал ночные клубы и рестораны. Сейчас футболист стал объектом расследования, связанного с обвинениями в сексуальном насилии. Мбаппе отреагировал на обвинения в своих социальных сетях. Фейковые новости. Это становится таким предсказуемым накануне слушания, будто случайно. Следует отметить, что сейчас продолжается судебный процесс, связанный с иском против его бывшего клуба «Пари Сен-Жермен», который, по его словам, должен выплатить ему 55 миллионов евро. Килиан Мбаппе присоединился к Реалу летом 2024-го после окончания контракта с ПСЖ, где он играл с 2017 года, перейдя из Монако за рекордные 180 миллионов евро. В этом сезоне Мбаппе уже провел 11 матчей за мадридский клуб, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» не забывайте тоже, ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.